доктор Кострик. Спасибо, что смотрите наш медицинский канал. Работаем для вас, учитываем ваши пожелания. Тема сегодняшней нашей встречи — таурат магния, свойства и применение. Чем полезна эта форма магния? Что отличает таурат магния от других форм магния? Магний — это микроэлемент, необходимый для многих процессов в организме. Таурин — это аминокислота, которая также играет важную роль в поддержании здоровья. Соединение этих двух веществ в виде таурата магния позволяет получить более эффективную форму магния для усвоения. Магний участвует более чем в 300 метаболических реакциях, включая выработку энергии, регуляцию артериального давления, передачу нервных сигналов и сокращение мышц. Поэтому он нам крайне необходим. Однако 2/3 населения мира не удовлетворяют свои потребности в этом минерале, хотя существует множество различных форм магния и их комбинаций. Однако из них представляется особенно ценной. Таурат магния представляет собой комбинацию магния и таурина, аминокислоты со многими полезными функциями, которая обеспечивает ряд преимуществ для здоровья. Способен снижать артериальное давление благодаря эффективному действию магния и таурина. Одно исследование показало, что добавление таурина и магния может стимулировать клетки, которые помогают восстанавливать кровеносные сосуды сердца. Таурат магния входит в состав добавок. Метаболические функции в организме требуют присутствия магния. Магний отвечает за регуляцию мышечных сокращений и поддержание электролитного баланса в тканях организма. Кроме того, он также участвует в развитии костей и расщеплении сахаров, жиров и белков. Таким образом, низкий уровень магния связан с заболеваниями сердца, диабетом 2 типа и неврологическими проблемами. Таурин, в свою очередь, является важной аминокислотой, которая в естественном виде содержится только в мясе, рыбе и молочных продуктах. Таурин также выполняет множество полезных функций в организме, таких как синтез желчи, гомеостаз артериального давления и регуляция ГАМК. Гамма-аминомасляной кислоты — это нейромедиатор, который отвечает за настроение. Кроме того, он защищает мозг, сердце, глаза и мышцы от повреждений и стресса, а также предотвращает ожирение, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, то есть гипертонию. Согласно исследованиям на животных, диета с низким содержанием таурина может привести к развитию проблем со зрением, повреждение сетчатки может быть, проблем с сердцем, может быть кардиомиопатия и проблем с иммунитетом. Вместе в виде таурата магния они могут не только улучшить усвоение магния, но и обеспечить дополнительную пользу для здоровья, поскольку исследователи изучают влияние таурата магния при лечении травм глаз, черепно-мозговых травм и повышенного кровяного давления. Таурат магния обладает множеством полезных свойств, поскольку представляет собой комбинацию магния и таурина. Однако здесь следует отметить, что влияние магния на наш организм изучено более подробно, чем влияние таурина, а его комбинированная форма, то есть таурат магния, изучена еще меньше. Например, хотя и проводились некоторые небольшие исследования того, как таурин может помочь в работе иммунной системы и обмене веществ, эти исследования проводились на животных. Неясно, будут ли результаты аналогичными у людей, и неясно, влияет ли прием дополнительного таурина на улучшение вашего здоровья или благополучия. Вот возможные потенциальные свойства таурата магния. Таурат магния и снижение риска сердечного приступа и инсульта. Часто говорят, что таурат магния снижает артериальное давление, которое является основной причиной сердечных заболеваний и инсульта. На чем основано это убеждение? От действия обоих компонентов таурата магния. Магний часто называют естественным блокатором кальциевых каналов, поскольку он регулирует поток
кальция, ограничивая доступность свободного кальция, вызывающего образование атеросклеротических бляшек. Магний способствует снижению артериального давления. Более того, ученые в своих исследованиях заметили влияние повышенной дозы магния на снижение артериального давления. По данным Национального института здравоохранения, большинство исследований показывают, что магний может снизить артериальное давление менее чем на 5 мм ртутного столбика. Однако стоит добавить, что не существует ни одного исследования, которое бы доказало, что добавки магния могут заменить лекарства от гипертонии. То есть лучше его принимать в комплексе с гипотензивными препаратами. Таурин, в свою очередь, может способствовать снижению артериального давления, и это подтверждают исследования на людях. Другое исследование продемонстрировало эффект снижения артериального давления при приеме таурина в дозе 1,6 грамма в день. В исследовании приняли участие 120 взрослых с исходными показателями артериального давления выше нормы. Исследование длилось 12 недель. Магний в форме таурата является важным компонентом для стабилизации нормальной работы нервной системы, сердечно-сосудистой системы и улучшения мышечной активности. Этот препарат не содержит искусственных добавок и консервантов, что делает его безопасным для регулярного применения. Стоит также отметить, что некоторые свойства магния и таурина совпадают, например, антиоксидантные свойства, которые могут защищать сердце. Исследование на животных показало, что добавки таурина и магния могут стимулировать клетки, которые помогают восстанавливать кровеносные содуды сердца. Также считается, что таурат магния снижает риск развития диабета второго типа. Это подтверждается многочисленными исследованиями, посвященными влиянию повышенного потребления магния на замедление развития этого заболевания. Однако исследователи по-прежнему не уверены, что этот эффект обусловлен исключительно изменениями в образе жизни пациентов, поскольку люди с высоким потреблением магния, как правило, употребляют меньше обработанных пищевых продуктов, которые играют важную роль в развитии диабета. Что касается влияния таурина в таурате магния на развитие диабета второго типа, исследования показали его потенциальную способность снижать уровень глюкозы в крови за счет улучшения чувствительности к инсулину. Исследователи также указывают на антиоксидантные и противовоспалительные свойства таурина, которые также могут способствовать улучшению гликемического контроля, поскольку таурат магния представляет собой соединение, состоящее из магния и таурина. Многие преимущества его приема совпадают с преимуществами обоих ингредиентов. Например, прием магния может облегчить симптомы некоторые, например, ПМС, включая менструальные мигрени и даже предотвратить мигрени с аурой. Более того, ученые полагают, что увеличение потребления магния приводит к увеличению минеральной плотности костей, что имеет большое значение для профилактики остеопороза. К другим преимуществам приема магния относится уменьшение интенсивности схваток во время беременности. Кроме того, была отмечена связь между магнием и расстройствами настроения и проблемами со сном. Магний может облегчить беспокойство и депрессию. Исследователи также полагают, что низкий уровень магния в организме часто может приводить к хроническому воспалению, которое в свою очередь может привести к более серьезным заболеваниям, поэтому его прием может помочь уменьшить хроническое воспаление, особенно у пожилых или людей с избыточным весом. Что касается таурина, то
по мнению исследователей, он может оказывать благотворное влияние на людей с застойной сердечной недостаточностью. Однако, хотя многие исследования уже продемонстрировали возможную пользу, исследователи отмечают, что неизвестно, может ли таурин помочь предотвратить застойную сердечную недостаточность у людей, у которых ее еще нет. Также предполагается, что таурин может улучшить функцию левого желудочка, повысить физическую работоспособность и облегчить другие симптомы, связанные с сердечной недостаточностью. Кроме того, таурин может играть роль в процессе старения. Однако следует помнить, что для подтверждения антивозрастного действия таурина необходимы исследования на людях. Интересно, что исследователи полагают, что таурин помогает расслабиться, когда вы испытываете стресс или беспокойство, а также замедляет когнитивные функции, стимулируя выработку новых клеток мозга. Стоит также отметить, что таурин помогает печени вырабатывать желчные соли, которые расщепляют жирные кислоты, находящиеся в кишечнике. Эти соли желчных кислот помогают организму расщеплять вредный холестерин и превращать его в желчь, которая способствует пищеварению и хорошему обмену веществ. Имеются также данные, свидетельствующие о том, что таурин помогает повысить выносливость организма и позволяет выполнять более длительные физические упражнения. Это происходит благодаря тому, что организм избавляется от отходов, которые вырабатываются во время физических упражнений и вызывают мышечное жжение и усталость. Хотя таурат магния не содержится в пищевых продуктах, магний и таурин являются распространенными ингредиентами во многих продуктах питания. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи и семена. Это миндаль, кешью и арахис, богатые источники магния. Например, 28 граммов миндаля содержит 80 миллиграммов магния, а такое же количество кешью 74 миллиграмма. 2 столовые ложки арахисового масла обеспечат 49 миллиграммов магния. Семена тыквы, подсолнечник, льна и пекан также являются хорошими вариантами. Цельное зерно, цельнозерновые продукты являются отличным источником магния. Так вот, 2 ломтика цельнозернового хлеба содержат 46 миллиграммов магния. Упаковка овсянки быстрого приготовления содержит 36 миллиграммов, а полстакана коричневого риса обеспечат 42 граммами этого минерала. Темно-зеленые листовые овощи также являются отличным выбором. Шпинат, совойская капуста, листовая капуста и брокколи также являются хорошим выбором. Темный шоколад — отличный источник магния, так как всего 28 граммов темного шоколада содержит 64 миллиграмма магния. Фрукты, помимо того, что бананы богаты калием, они также являются хорошим источником магния. В банане среднего размера содержится 32 миллиграмма этого минерала. Другие богатые магнием фрукты, которые стоит добавить в свой рацион, включают инжир, мандарины, клубнику, грейпфруты и ежевику. Таурин, в свою очередь, содержится в продуктах животного происхождения. Наибольшее количество содержится в ракообразных, моллюсках и темном мясе курицы и индейки. Более того, таурин также является основным ингредиентом некоторых энергетических напитков. Суточная потребность магния зависит от возраста, пола и физического состояния человека. В среднем мужчинам рекомендуется получать 400-420 миллиграммов магния в день, женщинам 310-320 миллиграммов. Для беременных женщин эта потребность может быть увеличена до 350-360 миллиграмма. Кто же подвержен риску дефицита магния и таурина, вы спросите. К сожалению, когда речь заходит о магнии,
Предполагается, что многие люди в мире не удовлетворяют свою суточную потребность в этом минерале. Симптомы дефицита магния могут включать мышечные спазмы, тошноту и усталость, но определить, есть ли у вас дефицит магния, может быть сложно. Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше сдать анализ крови. Он позволит проверить количество магния в крови. Стоит знать, что существуют определенные группы людей, которые могут подвергаться риску снижения уровня магния. К таким группам относятся пожилые люди, люди, страдающие хронической диареей, люди, страдающие воспалительными заболеваниями кишечника, люди с сахарным диабетом второго типа, люди, потребляющие большое количество обработанных пищевых продуктов, люди, перенесшие резекцию или шунтирование тонкой кишки, люди с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, люди с дефицитом витамина D, люди, принимающие тиазидные или петлевые диуретики, люди, принимающие ингибиторы протонной помпы. Что касается таурина, то рекомендуемой суточной дозы не существует, поскольку в отличие от магния таурин не является необходимым в рационе большинства людей. Здоровые взрослые люди могут синтезировать таурин в мозге, печени и поджелудочной железе. Однако специалисты подчеркивают, что у маленьких детей и людей с определенными проблемами со здоровьем организм не способен вырабатывать достаточное количество таурина. Поэтому в их случае эта аминокислота считается незаменимой, а значит, ее следует включать в рацион. Более того, исследования показывают, что у взрослых с диабетом второго типа могут возникнуть проблемы с низким уровнем таурина в крови. Аналогичный риск существует для людей с гипертонией и пожилых людей. Как же дозировать таурат магния? Для таурата магния недостаточно данных, чтобы рекомендовать дозировки для конкретных состояний. Тем не менее, рекомендуется поддерживать потребление элементарного магния на уровне рекомендуемой суточной дозы, которая составляет от 310 до 420 мг для взрослых. В случае добавок таурата магния на этикетках этих продуктов должно быть указано количество элементарного магния, содержащегося в каждой порции. Считается, что типичные дозы таурата магния составляют от 100 до 500 мг. Однако следует добавить, что применение добавок должно быть индивидуальным и проверено специалистом в области здравоохранения, например, диетологом, фармацевтом или медицинским работником. Более того, эксперты подчеркивают, что ни одна добавка не предназначена для лечения или профилактики заболеваний, даже если приняты во внимание утверждения о том, что таурат магния оказывает благотворное влияние на такие состояния, как мигрень, например, диабет, а также преэклампсия и эклампсия беременности, повышенное кровяное давление во время беременности. Да? Доказательств, подтверждающих эти тезисы, пока недостаточно. Таурат магния изучался при таких состояниях, как черепно-мозговая травма, повреждение сетчатки и зрительного нерва, катаракта, высокое кровяное давление, проблемы с сердцем и тревожность. Но исследования проводились на животных. Несмотря на многообещающие результаты в настоящее время, нельзя сделать вывод о том, что аналогичные результаты можно наблюдать у людей. Поэтому прежде чем таурат магния можно будет рекомендовать для лечения этих заболеваний, необходимо провести обширные клинические испытания на людях. Важно помнить, прежде чем принимать какую-либо добавку, убедитесь, что ее дозировка соответствует вашим индивидуальным потребностям, подчеркиваю. По этому поводу вам следует обязательно проконсультироваться с доктором, а также с фармацевтом или диетологом.
Таурат магния обычно считается безопасным для использования, но для определения профиля безопасности таурата магния необходимы, еще раз говорю, клинические испытания на людях. Пока не станет известно больше, лучше проявить немножечко осторожности. Также нужно учитывать и побочные эффекты таурата натрия, так и магния, которые бывают нечасто, но все же эти побочные эффекты могут быть обычными или серьезными и могут включать диарею и учащенное мочеиспускание. При использовании таурата магния следует также помнить, что он может вызвать серьезную аллергическую реакцию, если у человека, принимающего его, имеется аллергия на какой-либо из его компонентов. При возникновении тяжелой аллергической реакции, зуда, крапивницы, одышки немедленно обратитесь за медицинской помощью. Кроме того, таурат магния не следует принимать во время беременности и кормления грудью из-за отсутствия данных о безопасности его применения. В таких случаях вам следует обязательно проконсультироваться с вашим доктором и спросить его или ее, нужна ли вам добавка магния и подходит ли она вам. Таурат магния также не следует назначать детям из-за отсутствия данных о безопасности его применения. При необходимости проконсультируйтесь опять же таки с педиатром вашего ребенка, который может порекомендовать подходящую добавку магния уже в зависимости от индивидуальных потребностей. Необходимо также помнить о безопасности применения отдельных компонентов таурата магния. Например, магний может вызвать проблемы, если его принимать в чрезмерных количествах. Избыток этого минерала может вызвать тошноту, диарею, слабость, а в крайних случаях может стать причиной нарушения сердечного ритма и даже смерти. Кроме того, люди с заболеваниями почек более восприимчивы к побочным эффектам магния, поскольку почки помогают выводить избыток магния из организма. Поскольку магний может вызывать сонливость, рекомендуется принимать суточную дозу магния за 45 минут до сна. Таурат магния может взаимодействовать с лекарственными средствами из-за содержания в нем магния и таурина. Например, магний может взаимодействовать со следующими препаратами. Антибиотики. Магний может связываться с антибиотиками, такими как доксициклин и дипрофлоксацин, делая их менее эффективными. Если вы принимаете их, рекомендуется делать это за 2 часа до или через 4 часа после приема добавки магния. Лекарства от давления. Таурат магния может снижать давление, поэтому его прием с лекарствами от давления может вызвать гипотонию, то есть может резко снизить артериальное давление. Противораковые препараты, такие препараты как цисплатин, вызывают снижение уровня магния и, следовательно, могут противодействовать эффекту таурата магния. Диуретики, такие препараты как фуросемид и гидрохлортиазид, снижают уровень магния в организме и могут нейтрализовать действие таурата магния. Лекарства от кислотного рефлюкса, такие лекарства как ингибиторы протонной помпы ИПП, к которым относятся омепразол и пансопрозол, могут снижать уровень магния, поэтому они могут противодействовать эффекту таурата магния. Лекарства от остеопороза. Действие таких лекарств как алендронат, который используется для повышения прочности костей при остеопорозе, может быть снижено под действием магния. Поэтому, если вы их принимаете, рекомендуется принимать магний как минимум за 2 часа до или после приема лекарства от остеопороза. Что касается таурина, он может взаимодействовать с такими веществами, как инсулин и другие противодиабетические препараты, что может вызвать гипогликемию, низкий уровень сахара в крови при одновременном приеме с таурином. Кроме того, таурин может уменьшить сердечно-сосудистые побочные эффекты кофеина. Основным противопоказанием к применению таурата магния является индивидуальная непереносимость компонентов препарата,
Также следует соблюдать осторожность при заболеваниях почек и в любом случае беременным и кормящим женщинам перед применением необходимо проконсультироваться с доктором. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с доктором перед применением таурата магния. Не рекомендуется употребление таурата магния лицам до 18 лет. Не проводилось исследований безопасности на этой возрастной группе. Я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Возникли вопросы? Всегда рада на них ответить. Пишите в комментариях. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!